Война с Украиной идет уже полгода, и почти столько же действуют санкции, введенные Западом против России. Эксперты предполагали, что санкции смогут обрушить экономику России месяца за 2-3 и заставить Путина прекратить ужасную войну. Но этого не произошло. Из-за этого многие россияне уже поставили крест на санкциях и считают их неэффективными. Официальные российские СМИ радостно рапортуют, что план Америки с треском провалился, и наша экономика выдержала этот тяжелый удар. Но что об этом всем думают специалисты с Запада? Сегодня мы разберем с вами доклад «Адаптация к движущейся мишени» Института международных финансов со штаб-квартирой в Вашингтоне. Доклад довольно разумный, большой и подробный, и поэтому мне кажется, что его имеет смысл детально разобрать, чтобы понять, как на санкции смотрят те, кто их вводит, и каких санкций можно ожидать в будущем. Вообще, позиция «раз война не закончена, значит санкции неэффективны» выглядит очевидной, конечно, но она неверная. Никакие экономические санкции не способны в одночасье остановить войну. И авторы доклада сразу подчеркивают, что цель санкций вообще-то не в этом. То есть, да, Соединенные Штаты и Европа хотят, чтобы война закончилась как можно скорее, причем желательно поражением Путина. Но санкции работают не на это. Санкции нужны, чтобы уничтожить весь экономический рост России за последние минимум 15 лет. И таким образом сделать продолжение войны невозможно дорогим. Что же мы можем ждать от уже введенных санкций? Исследователи Института международных финансов прогнозируют падение экономики России в 2022 году, которое составит не менее 15%. Вообще-то тут надо 3 восклицательных знака ставить. 15%. Это огромные показатели для страны. Вот просто для сравнения, ВВП Соединенных Штатов за весь кризис 2007-2009 годов сократился на 4,6%. И это был шок, от которого Америка отходила 6 лет. А сейчас нам с вами предвещают падение на 15% только за 1 год. Причем это минимальное значение. Еще, по прогнозам экономистов, не меньше чем на 3% упадет экономика России за 2023 год. То есть 2 лет под текущими санкциями хватит, чтобы убить все остатки путинского экономического роста. 25%, но еще непонятно, какие отрасли промышленности остановятся целиком, а какие все-таки смогут в импортозамещение на какое-то время и поменяют западные конфликтующие на китайские или на свои отечественные. Автомобильная промышленность, например, скорее всего, закончится в России полностью. Даже пресловутые «Лады» без систем безопасности для большинства будут слишком дорогими. Вряд ли спроса на такие машины хватит, чтобы держать конвейер загруженным. Гражданской авиации тоже осталось недолго. Аэрофлот уже начал разбирать старые самолеты на запчасти. Покупательская способность, по оценке экспертов, упадет за год на 18%. Вроде кажется, будто цифра не смертельная, типа еще же целых 82 останется, не до нуля. Но учтем, что покупательная способность падала все последние 8 лет. Что там вообще-то уже и падать-то некуда. Половина страны просто будет не способна на любые покупки дороже самых базовых продуктов, да и с ними могут быть проблемы. Еще важное следствие санкций – отсутствие доступа страны к каким-либо инвестициям. Если война продолжится, а ей пока конца не видно, то будет расти дефицит бюджета. А занимать будет негде. Западный рынок закрыт, внутренний сам чуть не при смерти лежит, а китайские компании инвестировать в нашу экономику не захотят, потому что не захотят вторичных санкций. На это и рассчитывали Соединенные Штаты и Европа, когда вводили первые пакеты. Кое-чего на Западе не предвидели. Например, не предвидели, что банковский сектор России останется на плаву. Если считать по суммарным активам, то под санкции попали 65% российской банковской сферы. 40% всех денег Центрального банка были заморожены, а запасы золота в деньги быстро не перевести. И все ожидали крушения, но несмотря на все это, финансовая система России не рухнула. Аналитики из Института международных финансов вынуждены констатировать, что ЦБ повел себя грамотно и спас банки от коллапса. Ликвидность нашей банковской системы сначала рухнула до рекордно низкого уровня, а потом вернулась к довоенным показателям. А ликвидность банков – это очень важный индикатор. Если она падает слишком сильно, банки не смогут вернуть вкладчикам их деньги, не смогут осуществлять кредитование, и тогда вся финансовая система просто разрушится.
И то, что ЦБ смог относительно быстро спасти российские банки, было для Запада неожиданностью. Правда, непонятно, сколько финансовая система еще продержится, когда вся экономика падает рекордными темпами, а затраты растут. Итак, мы поговорили про последствия на ближайший год-два. Но эффект от санкционного удара по экономике, который Россия так стойко выдержала, мы будем ощущать гораздо дольше. И интересно то, что самые значимые долгосрочные последствия вызваны отнюдь не санкциями. Во-первых, американские эксперты делают акцент на иммиграции. Она бьет все рекорды. Мы уже говорили про это в предыдущих роликах. Иммиграция росла каждый год с тех пор, как Путин фактически узурпировал власть в 2012 году. В 2020 году Россию покинуло более 500 000 человек. Примерно столько же по предварительной оценке в 2021 году. Но только за первые месяцы войны из страны уехали сотни тысяч и продолжат уезжать дальше, перекрыв рекорд 2020 года. Это вдвое больше любого года в лихие 90-е, от которых нас уже 20 лет как спасают. Для экономики важно не только количество уехавших людей, но и их навыки, образование и опыт. Уезжают, как правило, люди самых востребованных профессий, с лучшей подготовкой. Молодые, которые могли бы принести в экономику тонны денег. Образованные. Россия потеряла 1 миллион людей в пандемию и теряет сейчас молодых людей ни за что ни про что на фронте путинской войны. Но еще сотни тысяч покидают страну. Такие потери страна будет восполнять десятилетия, даже если Путин в следующем году в воздухе испарится. Это очень-очень существенно. Во-вторых, Россию покинули не только люди, но и компании. Ушли сотни брендов. Это ведь не просто значит, что их сотрудники окажутся без работы. Может, все фирмы Тимати и московская мэрия национализируют. Но важно то, что рынок лишился системы обучения кадров, западных стандартов, конкуренции, ноу-хау, производственных цепочек и еще много чего другого, что дает нашей экономике роль в глобальном мире. Большую часть компаний никто не заставлял уходить, они сделали это сами. И вот эти успокоения, типа как ушли, так и вернутся, придется оставить пропагандистам и бабушкам у подъезда. Никто к нам возвращаться до конца путинской России не собирается, иначе не теряли бы миллиарды на уходе. Зачем возвращаться туда, откуда через год-два снова придется бежать? Что это значит в сухом остатке? Экономика будет падать, это понятно, но обычно после падения идет восстановление, как было, например, после кризиса 98 года у нас. Но в этот раз без компаний, без кадров, без инвестиций, после того, как очень много людей уехало, росту неоткуда просто будет взяться, и через 10 лет тоже. Тут есть неприятный нюанс, на который авторы доклада обращают внимание. Путину на все эти последствия войны, кажется, наплевать. Если в первые дни он мог еще надеяться, что война будет быстрой, что Киев возьмут за 3 дня и что Запад опять все проглотит, как было с Крымом, то сейчас он уже понимает всю цену. Но собственные фантазии и военные цели для него важнее экономики и будущего страны. Ему совершенно пофиг, что там будет с российским экономическим ростом, с российскими гражданами, будут ли они жить в нищете или нет. И уж тем более ему пофиг, что какие-то люди покинут Россию и будут жить за границей. Но если Путину по барабану на текущие экономические последствия, как санкции вообще могут на него повлиять? Правильный ответ – они должны быть такими, чтобы Путин не смог их игнорировать. Чтобы у него просто не осталось денег вести войну. Об этом пишут в докладе. Это все было про финансовые санкции. Теперь давайте поговорим о том, что в докладе Института международных финансов назвали «слон в комнате». Поговорим про русские энергоносители. Война — это дорого. Даже если все танки и ракеты произвели заранее и еще в прошлой стране, все равно дорого. Борьба с финансовыми санкциями — это тоже очень дорого. Центробанк копил резервы, начиная еще с Крыма, но за первые месяцы войны они сократились на 55 миллиардов долларов. Еще части Центробанк лишился навсегда. Но пресловутые нефтедоллары слишком быстро восполняют эти потери. Без новых санкций Россия получит 300 миллиардов долларов до конца года. То есть одной рукой Америка и Европа делают все, чтобы экономика России загнулась, а другой оплачивают все счета, компенсируют все. Но не надо думать, что это такие лицемерные англосаксы все хитро устроили так и только делают вид, что помогают Украине. Нет, они эту дилемму видят, так же, как и мы с вами и вообще все. Сейчас главный вопрос в Европе –
как лишить Путина денег за газ и нефть так, чтобы не угробить и попутно и себя. В отличие от Путина, европейские лидеры не могут вот так просто взять и наплевать на экономики своих стран и на своих граждан. Им приходится балансировать. От российского угля Европа уже отказалась. На бумаге именно от нашего угля Европа зависела больше всего, потому что доля России в поставках была самой большой. Но на деле уголь приносил в казну России только 8 миллиардов в год. Это смешные деньги при нынешних затратах. Хотя потенциальное банкротство целой добывающей угольной отрасли – это уже не шутка, конечно. Отказ от российской нефти повлияет на экономику гораздо сильнее. Нефть и нефтепродукты принесли Путину в сумме 180 миллиардов в прошлом году. И в следующем году, когда эмбарго вступит в силу, он их не получит. Уже до конца этого года экспорт нефти упадет на 85%. Это огромные потери для воюющей страны. Основной эффект от этих решений Россия почувствует в 2023 и 2024 годах. Ключевой вопрос здесь, может ли Путин эту нефть куда-то перенаправить? Можно ведь в Китай. Вроде хороший план. Только вот пропускной способности трубопровода в Китай не хватит. И через Балтийское море, как в Европу, нефть в Китай везти не получится. Это неадекватно дорого. А тут еще и китайцы приняли концепцию, по которой они не могут зависеть от одного поставщика нефти больше, чем на 15%. Тоже, видимо, не хотят потом сложные дилеммы решать. А Россия в этот лимит как раз уперлась еще год назад. Еще один вариант – Индия. Туда Россия нефти поставляет мало, есть куда расти. Но нет трубопровода и нет инфраструктуры для доставки морем. А строить все это очень дорого, долго и сложно. А особенно это все сложно и дорого и долго без иностранных комплектующих. Самый трудный вопрос с российским газом. С одной стороны, Путин получает за него больше всего денег, и перенаправить газ ему некуда, труб нет. А именно трубопроводы приносят России 90% денег. Но с другой стороны, европейцы никак не могут согласовать между собой план эмбарго по газу так, чтобы не навредить самим себе. Будет чудом, если это войдет в 7-й пакет санкций, совершенно не похоже, что будет так. Пока эмбарго нет. Часть стран уже сокращает закупки и налаживает альтернативные поставки газа, снижает свою зависимость от России. И здесь важно понимать, эти рынки уходят от России навсегда. Второй раз никто не захочет попадать в заложники к тому же поставщику, даже если этот поставщик перестанет быть диктатурой и станет демократией. В докладе упоминают еще один нюанс, на который Путину кажется все равно, а вот условные Миллер с Сечиным должны были бы держать это в голове. Без иностранных технологий и инвестиций через несколько лет никакие санкции нашей нефтянке будут уже не нужны. Она сама встанет просто от того, что нельзя будет произвести модернизацию и разрабатывать новые месторождения. Тем не менее, вывод из доклада такой. Сокращение закупок для остановки войны недостаточно. Путин поймет только полный запрет всех российских энергоносителей. Доклады Института международных финансов – это показатель того, как западные финансисты смотрят на санкции против России. Смотрят они на них как на нерешенную еще пока задачу. Путину оказалось все равно, что там будет происходить в экономике во время войны. Совсем не развалится, уже хорошо. Уйдут все иностранные компании, ну и ладно, в Советском Союзе их не было. Уедут все специалисты, ну и уезжайте, туда вам и дорога. Такой подход для западных стран оказался неожиданным. Поэтому, хотя санкции уже обрекли Россию на годы рецессии, они еще не остановили войну. Доклад, о котором я вам сегодня рассказал, называется «Адаптация к движущейся мишени». Как раз потому он так называется, что Путин постоянно поднимает ставки и смещает цель санкций. Мир говорит ему: «Мы заморозили твои активы». А он отвечает: «Ну и окей, война важнее». Ему говорят: «Мы изолировали твою экономику, Россия станет нищей страной-изгоем». А Путин отвечает: «Да и ладно бы, Ленин придумал Украину зато». Это несправедливо. Ему говорят: «Россию ждет ужасный кризис». А Путину пофигу, у него денацификация. Ни в Европе, ни в Америке не были готовы к такому подходу. Там привыкли, что политики хоть как-то интересуются благополучием своей страны и своих граждан и выполнением своих прямых обязанностей. А тут оказалось, что Путину на Россию и россиян просто наплевать. Западные лидеры вынуждены постоянно подниматься по лестнице эскалации санкционной политики в поисках точки, при которой Путин не сможет продолжать войну. Но пока этой точки не нащупали. Поэтому западные эксперты понимают, нужны новые меры против всех российских банков. Нужен полный запрет покупки у России нефти и газа.
Нужны вторичные санкции для стран, куда Путин попробует эту нефть и газ перенаправить. На Западе нет дискуссии о том, нужно ли продолжать давление на Россию. Дискуссия идет только о том, как сделать так, чтобы смягчить удар по своим гражданам, о которых европейские политики, в отличие от Путина, заботятся. Чем все это закончится, будем наблюдать, будем комментировать, ну и с вами будем как-то разбираться. До завтра.